Спустя несколько скромных переносов мы наконец получаем апдейт. Full Loot остров и новый класс Defender. Вкратце сейчас пройдусь по основному контенту, что, где и как я увидел, посмотрел. Покажу точки интереса и места лутбоксов. По тайм-коду, если что, можно сразу перейти к Defender. Сперва в целом о острове, потом уже о его плюсах и минусах. Остров по размеру не такой уж и большой, атмосфера довольно нагнетающая, визуально мне все понравилось. Блять! Что это? Что это за херня? Что это за херня? Кто ты такой вообще? Кто ты такой, дядя? Некоторые его зоны густо наполнены пачками мобов. На острове рандомно спавнятся 3 босса из 6: Вервульф, Друид, Яга, Крыса или Тролль. И еще где-то Волк должен быть. Чем отличается PvE режим от PvP? Шансом выпадения вещей. Оба режима full loot, при смерти теряете все. С более-менее одетой группой можно справиться с мобами, осторожно передвигаясь по карте, агрить по одной пачке мобов и кайтить их. Стоять лицом танковать не советую. С них падают коины и Т3 апгрейд-киты. За коины пока ничего купить нельзя, хз зачем они. Просто продавать как будто вендору. Возможно, позже будет им применение. Боссов нужно уже убивать с нормально заряженной группой. Мы с ребятами пробовали и отлетели, не зная механик босса. Но было интересно. Совет. Убивайте мобов в округе перед тем, как начать убивать босса. Соло-игрокам тут делать почти нечего. Тут как раз можно и о минусах острова. Единственное, чем могут заняться тут сольники, это лутать бочки и ящики. И большинство игроков только этим и занимаются. Почему? Потому что импланты Т2 и Т3 — это не расходник. Большинство игроков боятся просто идти на остров, так как не хотят потерять лут за 10 минут, которые фармили днями. Фулл-лут концепция веселая, но тогда, когда одеться не составляет большого труда. И если у разработчиков была изначально задумка именно такая, чтобы игроки ходили, лутали мусорки, то тогда она успешно реализована. А учитывая нынешние изменения дропа, новым игрокам в разы тяжелее будет собирать себе сеты имплантов. Что можно предложить вместо нытья? Коины можно тратить, например, на страховку вещей. Например, 100 коинов позволит застраховать от потери одну вещь. Она при смерти не выпадет. Максимум вещей застраховать можно 4. Ну, как вариант. Да, я понимаю концепцию экстракшена. Тарков, Альбик, Даркен Даркер. Но там везде лут — это расходник. Его достать легко. Поэтому смерть не чувствуется такой фатальной, как в ММО, где уходят дни на фарм. Короче, пока игроки чаще бегают голыми за ящиками. Вот расположение всех лутбоксов, которые я нашел, либо со мной поделились добрые люди в виде Тугарина. Спасибо. Пользуйтесь, лутайте. Рано или поздно все равно узнаете, где они. А новым игрокам будет легче одеваться, возможно. С них падают Т3 апгрейд-киты, от зеленых до фиолетовых, рецепты Т3 и прочее. И иногда Т3 оружие. Вот расположение NPC, который продает Т3 импланты тройные. Полезная штука. С этими имплантами уже можно с уверенностью пробовать боссов. Но он не всегда спавнится там. Есть несколько выходов с острова. Один в центре бесплатный. Стоять нужно вне боя около 20 секунд. До фикса можно было и в бою улететь. Другие выходы у NPC за предметы, которые тут же на острове можно выбить или залутать. Где-то нужен ключ, где-то код. На востоке нужно убить хотя бы одного босса. На севере у капитана уплыть можно за 1к голды, в соло за 3 группой. Недалеко от центра можно еще взорвать дамбу с помощью взрывчатки. На острове заметили несколько багов, один из которых позволял воскреснуть на месте смерти и подобрать все вещи. Агр у мобов довольно большой, и если к вам моб привязался, то он будет вас преследовать, пока не убьет. Хотя у меня получилось отагрить их с помощью ландшафта. Таким образом и лутал бочки и боксы. Роги больше не могут спастись на острове инвизом, мобы вас все равно видят. Разработчики убрали этот момент, ибо его многие юзали, чтобы лутать остров. Но люди все равно нашли обходной путь и также лутают бочки, проходя по своим маршрутам. В общем, я не могу сказать, что остров — это какой-то гениальный AAA апдейт, который перевернет мировоззрение. Это неплохо, что он есть, какое-то разнообразие. И хорошо, что появились Т3 киты и пушки. Теперь по Defender'у. В день выхода обновы я его вкачал до 20-го и вкачал в Weapon Mastery. Одел его в Full Т3 медальон, сделал оверлок оружия, вставил 5 чипов на Weapon Damage и основной также на дамаг после 3-й атаки. А после этого собрал его в урон. Короче, все это тесты моей работы. Сам процесс прокачки мне понравился. Его кушка очень похожа на скилл Riven из Лиги Легенд.
Применяя кушку, дает вам скорости бега, и следующая автоатака будет усиленной. А также активирует комбо из 3 разных атак, каждая из которых является коротким рывком вперед. Интересно, что ману поглощает только первое использование обилки. Все комбо бесплатное и эффективное. Выглядит весело. Что могу сказать? Говорить, насколько он крутой или убогий, я не буду, но он интересный. Когда собрал его в танка, урона крайне не хватало, что сильно повлияло на агро на боссах. Держать Defender агро не в состоянии с такими имплантами. Олень постоянно перескакивал на того, кто дамажит больше. Кушка, которая создает 130% агрессии, не помогает. Вэшка тоже генерирует агро, не помогла. И Q в итоге наносила мало урона. Возможно, чипы на агро помогли бы в этом, но что-то мне подсказывает, что нет. Ешка, которая на почти 3 секунды таунтит, на боссов не работает. Пачки мобов агрить – да, это другое дело. Массовый стан перед собой тоже на пачку мобов хорошо сработает. Но в целом легионер как танк выглядит увереннее. Возможно, Defender больше раскроется как танк, когда в Weapon Mastery будет функциональнее, чтобы можно было переходить с одной строки мастерки на другую. Но, как по мне, он либо саппорт как Браум из лиги, либо ДД как Ривен. После случая с танком я решил собрать его в урон. Оверлокнул 3 батлслива на 40 урона, оверлокнул 2 V6 на максимум и оставил 1 медальон на выживаемость. Постарался заролить на них более-менее полезные статы на крит, армор пробития, экономия маны и хасту, на скорость использования скиллов. В итоге урон сильно повысился, криты были гораздо приятнее. Да, Defender стал менее выживаемым, но куда более полезным. Помимо критов и постоянного использования обилки, я вешал еще и кровоток, который также критовал. Попробовал немного его в PvP, и в целом урон от него приличный, но нужно попадать и вовремя использовать его обилки. Я где-то зафактапился во время дуэли, но в целом привыкнуть можно. В общем, персонаж веселый, и скорее у него более саппортящая роль, чем танкующая или атакующая. Но я еще буду тестить. Хочу дать ему больше выживаемости, заменить один батлслив на такой же максимальный V6, апнуть все по грейду и накинуть на него Т3 оружие, которое мне выпало недавно. На стриме, если что, все это тестирую. Будет желание, заходите. Как раз там узнаю все детали лута, зоны, NPC и прочее, включая от людей, которые приходят. Спасибо им за инфу. В итоге остров не вызвал у людей большого ажиотажа из-за этих проблем и хардкорности, но онлайн явно поднялся. Многие удивлены, что за полгода они получили просто остров с мобами и фулл-дропом. Когда нам ждать гильдии и PvE данжи, я даже не представляю. Не говоря уже о новых классах. Но надеюсь, у них есть план. Лучше скажите, что пока работаете над чем-то и нет даты релиза, чем говорить о дате и не укладываться в нее. На этом пока все.